Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я строю классический автомобиль для моего канала. Это ЗИЛ-130 в 35 масштабе. Я не очень понимаю, почему вы любите ЗИЛки именно в 35 масштабе. Мне больше нравится 43. И вообще я считаю, что для машин все-таки 43 масштаб, он более выразителен. И давайте смотреть сборку. Поехали! Есть что-то особенное в этих грузовиках. Не просто ностальгия, а какая-то мощная, простая харизма. В моей коллекции уже почти десяток ЗИЛ-130, и каждый со своей историей, краской, капризами и характером. Особенно приятно, что теперь этот легендарный железный гигант можно собрать своими руками в 35 масштабе. Модель от АВД получилась просто отличной, и с первого взгляда видно, что создавалась она с любовью к деталям. Сборка доставляет удовольствие, все собирается легко и логично, без хитроумных ловушек или непонятных решений. Почти нет сложных узлов, разве что у меня возникли вопросы к стыку капота и рамки лобового стекла. Пришлось немножко шпаклевать, чтобы линия получилась ровной и аккуратной. После сборки я обязательно грунтую модель, используя аэрозольный грунт. Он дает хорошее сцепление с пластиком и выявляет все огрехи перед окраской. Это особенно важно, потому что я крашу модель спиртовыми красками, они капризные и без грунта могут лечь пятнами. Водный акрил еще как-то можно нанести на голую пластмассу, но для спиртовых красок от Мачете грунт обязателен, без вариантов. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Раму я традиционно крашу в черный цвет. Это классика для советских грузовиков 60-70-х годов прошлого века. С кабиной долго не размышляла, конечно же, она будет голубой. Этот цвет стал настоящей визитной карточкой ЗИЛ-130. И обойтись без него значит потерять часть души модели. Я использую оттенок Sky Blue от Machete, и он дает приятный легкий глянец после того, как высохнет. Без лаков, без полировки, чистое удовольствие. Отдельно белым я выкрасила переднюю облицовку кабины. Контраст получился выразительным, как на настоящих реальных ЗИЛах с парадов или киножурналов. А вот наступает моя любимая часть. Это ручная работа. Тут надо оживить модель, добавить ей характера. Окрашиваю элементы салона, прорисовываю кресло. Немножко оживляю шасси и брызговики. В наборах от АВД всегда прилагаются хорошие инструкции по окраске. Даже если ты не знаток, модель у тебя получится достоверной. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Когда мы говорим о советской технике, невозможно обойти стороной ЗИЛ-130. Этот грузовик стал настоящей легендой, не просто машиной, а символом эпохи. Его прозвали «железным конем СССР», и не зря. Он тащил на себе все – нефть, хлеб, кирпичи, цемент, арбузы, бочки с водой и даже передвижные командные пункты. Но вот что удивительно, что спустя более полувека после своего рождения он до сих пор жив. Где-то работает, а где-то ржавеет в степях, а где-то блестит после реставрации, участвует в ралли и блогах, собирает миллионы просмотров. А недавно такое привез мне дрова. Сошел с конвейера ЗИЛ-130 в 1964 году, и в нем было что-то по-настоящему дерзкое, непривычное на то время, как дизайн с панорамным лобовым остеклением и ярко-голубой кабиной. Сразу выделялся он среди прочих. Ходили слухи, что его внешний вид вдохновлен американскими грузовиками 50-х годов. И действительно, дизайнеры черпали идею зарубежных моделей. Но то, что получилось в итоге, было полностью нашим. Крепким, простым и надежным. Первая партия машин разошлась по стране, как горячие пирожки. Их отправляли в Сибирь, на Кавказ, Казахстан, на север и юг, везде, где была нужна грузовая сила. На кузове я окрашиваю брызговики в черный цвет и использую черную краску, и она ложится ровно без потеков. А купить краски можно в модельной лавке. Там большой выбор и всегда есть нужные оттенки под рукой. Единственное, что меня всегда немножко напрягает, это покраска уплотнителей стекол. Тут нужно максимум аккуратности и твердая рука. Малейшая ошибка и придется все переделывать. Но даже с такими мелкими трудностями удовольствие от сборки и покраски колоссальное. Когда смотришь на готовый ЗИЛ-130, словно возвращаешься в прошлое. Время, когда техника была настоящей, металлической, пахнущей бензином и пылью дорог.
А теперь важный этап – смывка. Это прием, который позволяет выделить рельеф, добавить глубины и визуального объема. Я наношу ее в углубления по швам и в местах, где могла бы скапливаться грязь или же тень. Особенно красиво проявляется смывка на решетке радиатора и в вентиляционных прорезях капота. Сразу проявляется реализм. Использую темно-коричневую или черную смывку в зависимости от цвета подложки. Светлая техника требует более мягкого контраста. После высыхания я аккуратно убираю излишки ватной палочкой, смоченной в растворителе. Главное не спешить. Здесь все решает терпение и внимательность. Но если смывка ушла слишком глубоко в микротрещины краски, выручает обычная кисть с каплей растворителя. Я аккуратно почищаю проблемные места, и поверхность снова чистая. Для максимально естественного эффекта можно комбинировать смывку черную, использовать для теней, а коричневую или же серую для грязевых участков. На горизонтальных поверхностях удобно работать точечной кистью. Просто ставишь каплю смывки, и она сама растекается по панелям. А если нужен эффект возрастной пыли или тонкой грязи, делаю сухую растушевку смывки жесткой кистью по полусухому следу. А еще я не выливаю остатки смывки после того, как сделала ее. Их можно собрать, эти остатки, и использовать как универсальную грязь для ходовой колес или же подвески. Собственно, там смывку я и не растушевываю, как правило. Собственно, смывка – это как макияж для модели. Она подчеркивает форму, добавляет выразительности и завершенности. Именно после нее модель начинает выглядеть как настоящая, словно сошла со старой фотографии или с дорожного поста где-то в глубинке СССР. Сердцем ЗИЛа был бензиновый двигатель V8, который жрал почти 30 литров на сотню. Сегодня это звучит как безумие, но тогда никто не жаловался. А почему? Потому что он ехал. Причем ехал там, где другие уже вставали. Механики называли его бессмертным, а водители говорили, что если ЗИЛ завелся зимой, то ты уже победил. Это был тяжелый, шумный, прожорливый, но надежный партнер. Он тянул прицепы, возил грузы по бездорожью и каждый день сталкивался с тем, что современным машинам просто даже и не снилось. Они это и не выдержат. Производство ЗИЛ-130 официально завершилось в 1994 году, но его история на этом не закончилась. Завод в Ульяновске еще долго выпускал его клонов под разными марками, а сами машины продолжали работать в сельском хозяйстве, на стройках и даже в пожарных частях. И вот такой классический ЗИЛок у меня получился в своем классическом голубом цвете с белой решеткой радиатора, и при этом я решила сделать его с открытым капотом, так как модель это позволяет. И как раз у меня в коллекции такого не было, который покажет все свои внутренности. И надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока. Двигатель рычит в ночи, сила в металле крепче стали. Грузовик гудит, как сердце гремит, самый сильный на всем фронте стали. Советское чудо к дороге готово, легко идет, без страха, без слова. Пыль поднимает, с дороги сметает, на вершине гордо стоит, не сдается. ЗИЛ самосвал, правит огонь, могучий и грозный, ты одним